В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. И всем здравствуйте. Мы находимся на китайском сервере, и я хочу вам показать, что же нового ждет нас в 7-м сезоне. У нас сегодня 18 мая, и сегодня в Китае впервые открылся новый тематический сезон в режиме шахмат. И мы начнем с него. Ну, потому что я сюда уже зашел, и вот этот экран я больше вам не покажу никак, да, если случайно из него выйду. Итак, в режиме шахмат нам обещали мягкий сброс. То есть то, чего мы достигли в нашем сезоне, оно не теряется полностью, но частично снижается. В режиме таверны в Китае я не играл ни разу. По-моему, ни разу. Сначала поиграл немножечко, и вот дошел до ранга, когда у нас там система банов появляется, вот это вот все, и когда у нас появляются окна. Так как у нас с Китаем время, другое, там на 3 часа, по-моему, разницы. Я так и не попал ни в одно из окон, я как бы и не старался, и не поиграл больше в таверне ни разу. И остался на том самом уровне, 950 рейтинг у меня был. И как видите, мне рейтинг оставили тот же самый, то есть я начну с него. Здесь же у нас очки в магическом пути. Это та лента наград, которую мы открывали, где мы получали таланты типа дипломатия, вот это вот все. То есть там я немножечко поработал, то есть проходил некоторые этапы по дадзё, там какие смог, с учетом того, что у меня аккаунт здесь не сильно развитый, да, у нас требования замечательные по 10 героев фракции иметь, точнее школы, при том, что во всей школе всего 10 героев. Ну, это вообще замечательное решение было, конечно, со стороны разработчиков. Но не будем уходить в критику, мы и так все знаем, сколько проблем у игры есть. Итак, начинаем мы вот с этого окна. Еще раз скажу, он у нас сегодня только открылся, вот этот режим, получается, 18 мая. Итак, давайте посмотрим. Итак, мягкий сброс, здесь очки мне сбросили, смотрим дальше. Здесь нам, наверное, анонсируют, объявляют, что у нас начался новый тематический сезон. То есть, как в начале сезона вообще, в принципе, в игре, нам показывают, что здесь новенького. И здесь у нас 3 новые школы. Ну, как новые, для нас старые, но здесь их не было. Это сбор, призыв и удар молнии. Также у нас появились новые артефакты. Здесь у нас видно, что, похоже, эта вещь как-то принадлежит Саверио, эксклюзивному вот этому волку теней. И у нас здесь обещаны какие-то таланты. Таланты доступны в каком-то из режимов. У нас доступны 2 новых десятка этапов. То есть, если так у нас был 5-10 последний этап, вот здесь вот в этом режиме исследования, то сейчас это будет уже 7-10. И, соответственно, додзё для новых добавленных, точнее разблокированных школ. У нас здесь додзё тоже появились. Ну и, собственно, все. Заходим мы сюда. Еще раз нам показывают наш рейтинг. Тут же выдают награду, кстати, учтите. То есть есть смысл, да. Ну, не то чтобы есть смысл прям упороться в том плане, что набить побольше рейтингов в нашем сезоне. Смысла особого нет. Так, а это мне выдали награду за ранг, то есть 3000 окаменелостей. Ну, тоже неплохо, хоть и маленькая, но прибавка. Здесь в режиме шахмат, как нам обещали, кто не смотрел еще брошюрки вот эти с Китая, у нас здесь появились, они еженедельные, по-моему, бафы. То есть сейчас у нас здесь вот такие вот эффекты, точнее один эффект вот этот активный. Я так понимаю, следующий будет вот этот. Я могу его перевести быстренько и рассказать, что здесь написано. Итак, здесь написано «Быстрая ярость. Все союзники получают плюс 30 к скорости и 10% к вампиризму». А это, как я и сказал, как я предположил, это у нас уже следующий эффект. И он звучит «Ярость темной эрозии». Герои стихии темной эрозии наносят на 10% больше урона и получают на 10% меньше урона. Ну, то есть, каким-то, наверное, более слабым и менее популярным школам, да, и составам здесь будут давать некое преимущество, чтобы, может быть, их можно было как-то использовать. Здесь у нас написано, что текущий баф еще 3 дня будет и 1 час действовать. В Китае сброс в 12 часов по Москве, и сейчас уже через час будет следующий день. На данный момент у нас, по-моему, 4-й день сезона. Ну, здесь режим мне недоступен, поэтому здесь я вам больше ничего не покажу. Единственное, что у нас здесь есть выбор вот этих штук, но он пока недоступен. Так, что у нас в магическом пути? А, вот, что за таланты. Это у нас получается вот эти таланты, которые мы можем выбирать
когда составляем команду и когда заходим в какой-то из режимов. Давайте переведем: награда за победу. После победы вы получаете дополнительно 8-11 случайных магических монет. Дополнительных, просто дополнительных. Вот такой вот талант. И еще один талант здесь, как он звучит? Управление финансами. А в конце раунда за каждые 10 магических монет, максимум 30, вы можете получить дополнительные 5 монет. Я что-то не понял. Так это что же самое? Это просто иконки сменили, что ли? Просто нам поменяли иконки. То есть это все те же самые таланты, то только из-за того, что у нас, получается, коллаборация закончилась, то теперь у нас все то же самое, только более унылые иконки. Только и всего. А я думал, что здесь будут какие-то новые навыки. Пока что мы их не видим. Здесь у нас, опять же, тот же навык, который снижает стоимость найма и увеличивает стоимость продажи. Мгновенно извлекает одно сокровище при использовании. Можно использовать 2 раза. Ну вот это вот уже интересно. Вот это вот уже интересно. Все-таки новые таланты тоже завезли. И, собственно, здесь у нас новые сокровища. Мифические и легендарные, хотя легендарные выглядят так же. То есть вот этот щит огненный там. Вот это вот все. Тут что-то новенькое. В общем, не буду я, конечно же, все переводить. В общем, новые сокровища. Новые сокровища. Один талант новый я увидел. И вроде бы все. Вроде бы все. Но в режиме шахмат, помимо добавления школ, точнее разблокировки их, у нас доступно еще одно важное, я бы сказал, наверное, одно из самых таких интересных именно для игроков. Я не туда полез. Давайте зайдем в лагерь. Это у нас режим комнаты, то есть дружеских дуэлей, когда мы можем, вот здесь вот, появилась новая иконка, мы можем создавать комнату для того, чтобы матчи дружеские делать с нашими там знакомыми, союзниками, друзьями. Либо мы можем делать то же самое, но с ботами. Причем у нас доступно 2 режима. Это у нас режим пула героев, когда у вас учитываются ваши герои, только те, которые у вас есть. В том числе учитывается ларец, вот этот прокачка ларца. И есть второй режим, когда у нас доступны все герои, которые есть на данный момент в игре. При этом ларец, он здесь не учитывается. То есть мы в этом режиме можем потестировать тех героев, которых у нас нету. И здесь у нас 4 предполагается противника. И вот она кнопочка, где мы можем добавлять ботов. Причем боты, они здесь легкого, среднего и высокого уровня сложности. Мы вот так вот нажимаем 1, 2, 3 и все. Заполнено. Можем удалять их обратно. Здесь у нас указывается история матчей. Я уже играл с ботами, уже пытался записывать видео, но перезаписываю. Потому что новый тематический сезон был недоступен, а мне хотелось его показать. И мы начинаем бой. И в самом бою есть еще одно такое изменение социального характера. Вот такие вот у нас эмодзи доступны. И здесь у нас написано, скорее всего, что нам нужно отыграть какое-то количество матчей. Здесь у нас 1000 вообще, здесь 120. И когда мы нажимаем на это эмодзи, оно здесь появляется. Мы можем даже, кстати, ими спамить. Здесь у меня режим открытых всех героев, потому что у меня Этерил нету. Хвитар у меня здесь тоже нету. Но я их добавил в колоду, потому что здесь такой режим. Ну и как бы смотреть тех героев, которых мы видели, неинтересно. И на этом моменте давайте переключимся уже на обзор новых героев, так как в режиме шахмат, даже учитывая то, что баннеров еще не было, точнее один уже запустился, сегодня уже 21 мая, уже прошло 3 дня с момента, как я начал записывать, появился первый баннер вот на этого бабочка, вот на этого, да, но других героев еще не было. А вот в режиме шахмат, вот в режиме, где у нас доступны все герои, которые есть в игре, эти герои уже есть. Это значит, что мы можем почитать, во-первых, их навыки, во-вторых, мы можем посмотреть их главный талант эксклюзивный. Мы не можем пока что еще пробуждение посмотреть. Если точнее, баннер у нас еще не начался, он стартует только завтра. И здесь еще одно нововведение, которое нас ждет в 7 сезоне. Если кто не знает, у нас здесь первый баннер, я имею в виду со школами, да, то есть не баннер поддержки, который у нас будет на старте сезона с героями 2 эксклюзивными 7 сезона. Я имею в виду именно баннер школ, да, это у нас первый. И здесь у нас видим нововведение в том, что у нас здесь одна школа. Обычно у нас связка, либо у нас одна фиксированная, вторую мы выбирали. Но здесь разработчики уже меняют снова баннеры, и теперь у нас здесь одна школа. Как я уже говорил, с одной стороны это вроде бы неплохо, мы за один баннер можем, если нам сильно повезет, можем собрать, костяк, можно сказать, школы.
То есть, если, например, нам Лильванис выпадет и бабочка. Я не знаю, кто полезнее, бабочка либо вот Бернейд. Но мне кажется, скорее всего, он, хотя у Бернейд добавился артефакт. Поэтому, скорее всего, опять же, нужно будет их всех троих собирать. Плюс ко всему, конечно же, с артефактом. Лильванис артефакт тут само собой. В общем, с одной стороны, это хорошо. Хотя, опять же, плохо то, что здесь нету ключевых героев, которые нужны призыву. Это у нас Тиамат. Она очень важна для призыва, но ее здесь нету. Вот если бы ее добавили, вот это было бы тогда шикарное изменение. Также здесь хотелось бы, чтобы и Волка, добавили вот этого эксклюзивного. Беренгар здесь нафиг, конечно, не нужен. Хотя тоже могли бы добавить, то есть всех эксклюзивных героев поддержки этой стихии. Но их здесь нету. Поэтому, с одной стороны, хорошо, что мы можем всю школу собрать, с другой стороны, как всегда, есть проблемы, есть нюансы. И плюс ко всему видим, что кучу мусора нам сюда запихнули. И раз уж у нас первым баннером будет баннер призыва, и новый эксклюзивный герой будет вот этот, я не знаю, как его называть, потому что переводчики переводят по-разному, как у нас локализуют наши разработчики доблестные. Не знаю, поэтому буду называть его Бабочко. Потому что, бабочка это вроде бы она, да, а вот бабочка, в мужском роде я не знаю такого слова. Поэтому это будет Бабочко. Бабочко у нас, по-моему, очень сильный герой, потому что я уже успел перевести его навыки, давайте я их переведу и вам. Итак, пассивный навык. При выполнении обычной атаки Люкс и Shadow, теперь его перевели здесь так, наносят дополнительный урон. Shadow это имеется в виду, наверное, тень. То есть и сам герой, и тени, которых он призывает. Забегая вперед, он там призывает теней. Итак, при выполнении обычной атаки Люкс и Shadow наносят дополнительный урон, 100% атаки, от темной коррозии. Я не знаю, что за темная коррозия, возможно, имеется в виду просто урон омертвлением. В начале боя получите щит, который действует 8 секунд, и щит толщиной получается 500% от атаки. Довольно-таки жирный щит на самом деле. Уровень 2, урон плюс 10%. Боевой навык. Каждый раз, когда теряется щит, созданный собственным навыком, освобождается боевой навык. Основная часть остается на месте. Основная часть. Основная часть. Очень уважительно к нему относятся. Ой-ой-ой-ой. Ладно, давайте продолжим. Каждый раз, когда щит, созданный его собственным навыком, спадает, он активирует боевой навык. Основное тело, здесь уже по-другому перевели, остается на месте, призывая 3 тени, которые автономно совершают обычные атаки. Тени исчезают через 10 секунд. Каждая атака тени накладывает эффект усиления урона до 20 эффектов. Когда тень исчезает, она снимает весь эффект усиления урона с цели и наносит цели урон от темной коррозии. Опять же, но это скорее всего омертвление. Равный количеству эффектов усиления урона, умноженное на 150% атаки. Это значит, что каждые 10 секунд, то есть каждый раз, когда он теней призывает и тени исчезают, он сможет наносить, извините меня, 3000% атаки. Это довольно-таки немало. Плюс ко всему, каждый вот этот эффект, он увеличивает на 2% получаемый урон целью. А вот, собственно, и тень. Обычные атаки наносят урон от омертвления. Не может быть выбрано. Наследует способности исходного персонажа. Интересно, если он обычными атаками атакует, то как он может способности наследовать? В общем, посмотрим. В любом случае, 3 тени, на 10 секунд. И 20 эффектов, повышающих урон. И после исчезновения теней за каждый эффект по 150% атаки урона. Это очень даже неплохо звучит. Как это на бумаге, правда, бывает очень красиво написано. Как это будет действовать в бою уже, это надо смотреть. Я так понимаю, раз здесь скорость атаки не указана, то тень имеет такую же скорость атаки, как и, собственно, Бабочко. А у него 2 секунды скорость атаки. Соответственно, 3 тени, 10 секунд. Каждый может нанести по 5 ударов. Это вообще-то всего лишь 15 эффектов. Правильно? 15 же. Или его атаки тоже будут считаться? Вроде бы не должны. Как тогда 20 эффектов набрать? Получается, нужно тогда скорость ускорения навыков, то есть увеличивать. Подождите-ка. Я думал, что я не перевел ту часть, где указано время использования. Тут нету времени использования. Это значит, что этот навык нельзя ускорить. Потому что щит он создает с помощью пассивного. Мы его ускорить не можем. А боевой срабатывает при потере щита, который он накладывает пассивным навыком. Угу. Так, мне кажется, вот здесь еще что-то есть. Восстановите все тени. Я не знаю, что это значит. Переместитесь в указанное место. Нанесите врагам в радиусе действия урона от омертвления 1000% атаки. И получите щит на 1000% атаки на 8 секунд.
И прокачка идет на урон 10% увеличения и на 10% толщина щита. Ну 1000% атаки это вроде бы даже очень даже неплохо. Например, у него будет там 5000 атаки, либо 6, либо 7 вообще. Это в 10 раз, 70 тысяч щит. И вот этот навык мы уже можем ускорить, да, то есть 20 секунд. Со старта вообще за 10 секунд он будет здесь щит получать, потом щит разрушается через 8 секунд и появляются еще 3 тени. И тогда уже в течение длительного боя мы сможем, я так понимаю, вот эти эффекты по 20 эффектов, где они тут, вот эти вот, да, поддерживать вполне себе стабильно. Здесь мы можем посмотреть еще и пробуждение. Давайте... не, подожди, талант, главный талант. При выполнении обычных атак пользователем и уже пользователь. Была основная часть, основное тело, а теперь пользователь. И тенью. Дополнительный урон от темной коррозии, омертвления, увеличивается до 150%. То есть было 100, стало 150. В общем, надо смотреть, как это работает в бою, потому что на бумаге часто выглядит что-то красиво, по факту не очень. Надо смотреть, но звучит пока что очень потенциально хорошо. Может у нас появится второй главный урончик в школе. Первое пробуждение. Снижает получаемый урон от критических попаданий на 20%, это все понятно. Второе пробуждение. Способность трансформируется в щит для всех союзников. Я вот этого еще не читал. Да, второе пробуждение, я так понимаю, здесь будет просто необходимо, потому что такой жирнючий щит раздавать всем, это просто шикарно. Да, классно. Копите круточки, дамы и господа. Хотя в базовом варианте, конечно, он тоже будет усилять призыв. Но, блин, всем союзникам такой жирный щит, это просто шикарно. Третье пробуждение, критический шанс 10%, крит урон 20%, то есть стандартная фигня. Четвертое пробуждение, у него здесь атака плюс 30%. И пятое пробуждение. Боевой навык позволяет напрямую призвать 5 теней, то есть не 3, а 5. Эффект усиления урона, применяемый способностью тень, увеличивает получаемый целью урон на 2,5 урона за каждый эффект. А максимальное количество эффектов увеличивается до 30. Ой-ой-ой-ой-ой. 5 теней, 2,5%, это уже, извините меня, сколько там? 75% увеличения урона. Потому что 30 эффектов. Из боевого навыка он уже будет наносить, получается, не 3000 урона, да, когда тени пропадают, а по 4500. Звучит очень интересно. Посмотрим, как это будет в бою уже, когда потестируем. Баннер еще не начался, надеюсь, что мои китайцы не опозорятся и наберут хотя бы несколько копий, потому что я точно знаю, здесь призыв есть у всех, но мало уже им играют, да, потому что у нас здесь всякие ауры появились там, да и плюс ко всему ледяной взрыв чаще используется, неустрашимый, вот это вот все. Ну, сильно. Бабочко, ты молодец, ты сильный. И давайте смотреть дальше. Посмотрим нового эксклюзивного героя Сбора. Будем смотреть через режим шахмат, так как больше ее нигде нету, то есть у нас в галерее она недоступна. Начнем с пассивного навыка. Каждый заряд вдохновения мини-лаз снижает получаемый ею урон на 10%. Когда союзник накапливает 5 зарядов вдохновения, имеется в виду Сбора, да, мини-пус. Мини-пус. Здесь мини-лаз, здесь уже мини-пус. Мини-пус обрушивает атаку в виде полумесяца на наиболее плотно расположенную область врагов, нанося 300% атаки. Урона сиянием врагам в целевой области. Итак, каждое накопление 5 зарядов Сбора союзникам она наносит по площади, причем площадь большая, не то что у Дурема, да, 300% атаки. Ой-ой-ой-ой-ой. Звучит опасненько, учитывая, как Глэдис у нас шпуляет этими сборами, плюс ко всему у нас есть еще Лорентиль, то есть, сбор, возможно, что будет интересно играть. Но опять же, на бумаге у нас уже много раз такое было, что на бумаге все классно, а по факту что-то да не так. Итак, боевой навык. Мини-лаз получает 1 заряд вдохновения и 40% увеличения урона на 8 секунд. После получения вдохновения с помощью боевого навыка, если эффект вдохновения уже достиг максимума, он накладывает 40% увеличения урона на всех дружественных героев, обладающим эффектом вдохновения. Ну вот и здравствуйте. 40% увеличения урона уже в боевом навыке. На 8 секунд, время перезарядки 10 секунд. Если мы делаем ей немножечко ускорения, да, до 8 секунд доводим, то, пожалуйста, у нас будет постоянное увеличение 40%. Звучит неплохо.
И теперь абсолютный навык. Менелас ненадолго применяет заклинание, выпуская волну лунного света, которая наносит 400% урона атаки. С сиянием всем врагам. Затем она применяет непрерывно заклинание, создавая 5 полумесяцев в течение 3 секунд, чтобы атаковать наиболее плотно расположенную область врагов, нанося 200% атаки урона сиянием врагам в области 3 на 3 вокруг цели. Следующие эффекты применяются в соответствии с тем количеством сбора, которое есть у нее. Лунная волна нанесет дополнительно 400% атаки урона сиянием. Это если один эффект. Если два эффекта, силовой абсолютный навык. Каждый раз, когда новолуние поражает одну и ту же цель, урон от этой атаки увеличивается на 20%. И когда у нее 3 эффекта сбор, при освобождении увеличивается энергия на 25%. То есть она еще сама себя будет заливать энергией. И талант ее звучит так, что пассивное умение увеличивает урон от атак, вызванных новолунием, до 600%. То есть в 2 раза вот этот урон, я так понял, он увеличит. Могу, конечно, ошибаться, да, но вот урон по площади у этой мадам в команде сбора с Глэдисом, с артефактом, со всем вот этим вот, мне кажется, будет каким-то довольно-таки ощутимым. С учетом всех вот этих пересекающихся вещей, да, у нее и пассивка по площади наносит, причем по большой. Очень большое количество атаки. Причем у них время перезарядки маленькое, плюс ко всему все эти усиления урона, всему вот этого вот. Здесь еще и набор энергии дополнительный, плюс у них изначально цикл 18 секунд. Плюс еще и Лорентиль заливает, это будет что-то будет интересненько. Не знаю, во что превратится сбор, но мне хочется на это посмотреть. Правда, я снова не вижу места здесь для Телендора. Может быть, я ошибаюсь, но что-то мне кажется, он снова будет как-то неудел и только на башне играть. Посмотрим. И третий герой эксклюзивный у нас новый, это у нас герой Яда. Давайте почитаем. Навыки начинаем с пассивного, как всегда. В присутствии серпантимиды сопротивление всех врагов к эффектам снижается на 35%, и они поражаются духом змея. Каждый раз, когда вражеский юнит получает урон ядом, дух змея активно создает ядовитый взрыв, нанося 120% атаки урона от яда врагам в области 3 на 3. Он также накладывает на основную цель статус яд змея на 15 секунд, после чего навсегда увеличивает показатель мастерства отравленной цели и себя. Ого, интересно, на 2 пункта. До максимального значения в 200 пунктов. То есть на 200 единиц просвещенности, причем и себе, и отравленной цели. Интересный эффект. И, собственно, яд змеи, вот здесь вот указан эффект, что он делает, наносит 1200% мастерства урона. От мастерства, соответственно, да, цели каждые 5 секунд суммируются до 15 раз. Это еще один вид яда. Напомню, что обычный яд наносит 0,5% от максимального здоровья цели каждые 5 секунд. Но тут есть ограничение до 30% от урона от атаки. Получается, героя самого. То есть очень сильное ограничение, но здесь и 40 эффектов. То есть, если мы умножаем на 40, то получается 1200, кстати, процентов атаки. Здесь же получается, сколько у нас? 18 тысяч процентов от мастерства. То есть мы умножаем на 180. И если, например, с учетом вот этого увеличения 200, да, где-то, я не знаю, 600. Давайте в среднем, 600 просвещенности мы набрали. Умножаем это на 180. Это получается довольно-таки приличное число. Это раз в 5 секунд. При этом атаки, например, мы собрали 7000, да? И если мы умножаем на 12, как было вот в случае с ядом, 84 тысячи. То есть разница будет не то чтобы большая на самом деле. А теперь боевой навык давайте посмотрим. Создает взрыв яда в случайном месте на поле боя, нанося 240% атаки и 1200% от мастерства врагам в радиусе 3 на 3 вокруг цели. И имеет 100% шанс нанести 3 эффекта урона ядом на 15 секунд. Причем, обращу внимание, здесь яд обычный, как и у всех остальных. То есть пассивка у нее работает на новый эффект, на свой эффект, яд змеи вот этот, а боевой уже идет на обычный яд. 3 эффекта, вы знаете, плюс ко всему по площади, и каждые 8 секунд. Это вообще шикарно. Вопрос там с поддержанием яда, возможно, что отпадет, да? А теперь давайте почитаем абсолютный навык. Накопите заряд и примените заклинание, наносящее 800% атаки от яда всем врагам и превращающее поле боя в ядовитое болото на 10 секунд. Пока ядовитое болото активно, каждый раз, когда враг получает прямой урон ядом, существует 100% вероятность нанести дополнительный урон ядом в течение 15 секунд.
Если урон ядом нанесен успешно, дух змея уменьшит наносимый врагом урон на 10% в течение 10 секунд, а цели, погибшие в ядовитом болоте, не могут быть воскрешены. А что значит прямой урон ядом? Не совсем понимаю, то есть считается ли яд, ну вот эти вот тики, считается ли это прямым уроном? Тогда было бы неплохо, то есть каждый раз тик яда будет давать вот этот эффект по 100% дополнительного урона. Ой, это 100% вероятность. А сколько, кстати, наносит вот этот дополнительный урон, сколько он из себя представляет? Непонятно, кстати. Тут сумма никак не расписана. Не сумма, точнее, величина этого урона. И талант. Клыки впиваются и вызывают ядовитые взрывы в 3 случайных точках противника на поле боя. Ну, я так понимаю, что боевой навык создавал 1 взрыв в случайном месте на поле боя, то теперь с талантом будут создаваться 3 взрыва. Ну что ж, примерно понятно, да, что она по-любому усилит команду яда, которая у нас в последнее время вообще нигде не играет, потому что не выдерживает конкуренцию особо с остальными школами, более актуальными. Здесь же у нас интересный набор навыков, поддержание яда, причем 2 типов. Плюс ко всему, пока вот этот статус болота еще дополнительный урон наносится, плюс ко всему, все идет как-то по площади. Из пассивного навыка по площади, из сопротивления 35% уменьшает. В общем, возможно, что яд даже заиграет. А чтобы понять, что вообще происходит, когда она на поле боя присутствует, причем вот с ловкачом, и скорее всего у ловкача есть артефакт. Давайте посмотрим ролик с китайской сети, видео с сети, ну аналог Ютуба, где у нас на тест-сервере китайцы смотрят, как команда вот эта играет с вот этой новой эксклюзивкой на арене. 啊，没码头光龙快，毒蛇无视35抵抗啊！这是一秒死，欢迎龙渊 A 黑下大驾光临，这个叫一秒死，一秒死懂。全体起立，就你起手蹦，毒蛇还无视抵抗，反正这个体系就只有一个解决办法，就是你们看着安排。就是这个体系如果进入正式，好万一呢？星号说，我昨天看他爬塔，全是一秒死的，都是多少层？全秒，都是。玉陈静彤说，爬塔无敌，无敌的。就是我不说嘛，这2个队伍谁输谁赢说不准的，就是谁把谁爆死的问题，就是谁把谁弄死的问题。就是如果是我爆死了你的毒蛇，那你就输了；你爆死了我的毒蛇，我就输了。这个事就是为什么？因为第1秒是第1次毒伤爆发，第4秒是第2轮毒伤爆发，也就是说这个体系4秒以内2次爆发，欢迎4秒以内2次爆发，4秒之内爆2次，并不是说我爆1次就结束了，不是，1秒爆1次，4秒爆1次，就是谁活下来谁赢。看到没？第2次爆发是4秒，也就是说基本上4秒钟是大家的。像绿龙啊，大家知道毒伤的几时？天使加盲女呢？Prince Rogers Nelson 说，火箭无敌也能被驱散。全体起立，欢迎因为毒素伤害是什么？星号说，火大剑也只是一个没死啊。毒伤是0.5秒一次爆1轮，0.5秒一次累加，为5秒爆第1次。然后天赋里面呢，欢迎雾消流光大驾光临，会有缩短1秒。天赋里面会有缩短1秒，变成4秒爆发，就是4秒爆毒。再加上它这个体系呢，欢迎一个底层。再加上它这个体系呢，等于3秒的时候爆第2次。欢迎用户5673040409大驾光临。Ну и я не понимаю, что происходит, да, и как с этим жить. Но теперь бои на арене выглядят вот так. То есть, если вам было много слишком, сколько там, 5 секунд или 4 секунды от Этерил, когда она заливается через анализис, да, и сразу сходу стартует и всех уничтожает, то теперь, пожалуйста, получайте новую мету на арене, когда у нас просто бой только начинается и уже есть умершие. Надеюсь, что не получится так, что у нас, да, вся арена будет заполнена такими командами. И, собственно, бой будет происходить именно так, как у китайцев на тест-сервере. Надеюсь, что так. Хотя, судя по тому, что мы видели до этого, скорее всего, что так и будет, потому что китайцы у нас, разработчики, я имею в виду, ну, баланс не особо любят и не ценят. Ну, а теперь давайте посмотрим других героев. И ДДшников у нас больше нету, наносящих урон. И давайте сначала с самых интересных. Это у нас 2 эксклюзивных героя поддержки, которые у нас будут в баннере на старте сезона. Такой же баннер, как у нас был в 6-м сезоне, ну, либо в новичковом, где у нас был Бип-Бип и был Волк. 2 новых эксклюзивных героя. Это у нас вот такой вот, Ансельма, по-моему, его зовут.
такой вот гордый птиц. Живет коротко, но ярко. Это у нас герой поддержки льда. И давайте читать его навыки. Пассивный навык. В начале боя Ансельма накладывает 2 эффекта Орлиного Глаза на всех союзных персонажей. Каждый эффект Орлиного Глаза заставляет союзных персонажей игнорировать 1% защиты противника. За каждые 2 эффекта Орлиного Глаза вы получаете 1 морозное перо. Время восстановления составляет 10 секунд. И вы можете суммировать эффект до 3 раз. Кроме того, когда наш персонаж успешно применяет 5 бафов, он автоматически получает 1 эффект Орлиного Глаза. Ну и, собственно, эффект Орлиного Глаза. Каждый заряд заставляет наших персонажей игнорировать 1% защиты. То, что мы уже сказали. Но единственное, что здесь уже приписка есть. 20 эффектов максимум. То есть 20% игнорирования защиты. Неплохо. И морозное перо. Расходует 1 заряд при попадании, уменьшая урон от этой атаки на 100%. Но я так понял, получает вот это морозное перо только он. Итак, у нас герой поддержки, у которого со старта есть эффект игнорирования защиты. Классный герой поддержки, я вам скажу. Боевой навык. Выберите врага с наибольшим количеством положительных эффектов на поле боя. Снимите все положительные эффекты, нанесите врагу урон от мороза 400% атаки и перенесите успешно снятые положительные эффекты на своего персонажа с наибольшей текущей силой атаки. Прикольный эффект, единственное, что с боссов редко когда можно что-то снимать, но я думаю, что нам это пригодится и будет интересно, например, какой-то очень сильный, уникальный баф с босса какого-то снять и перенести нашего главного героя, наносящего урон. И, кстати, такого эффекта больше ни у кого нету на самом деле. То есть, мне кажется, будут определенные моменты, когда на боссе наличие вот этого героя может существенно увеличить урон только за счет вот этой кражи бафа. Как у нас было, старые игроки знают, да, это было у нас с Ашетиусом, которого мы били несколько раз, то есть повторялся сезон, повторялся босс финальный, и мы там воровали его, не воровали, а мы ему наносили урон за счет эффекта уникального у русалки, эпической. Также получается здесь, то есть наличие одного героя может поменять вообще все в одном из боев. И абсолютный навык. Выпускает 2 стрелы по всем врагам. 2 стрелы по всем врагам, то есть значит бьет 2 раза. Нанося 300% атаки, урона от мороза, в зависимости от количества негативных эффектов на каждом враге, выпускает дополнительные стрелы, наносящие 200% к атаке. Урон от льда максимум 8 стрел. Каждая стрела имеет 30% шанс распространить негативный эффект на ближайшего врага. После завершения использования навыка предоставляет всем союзникам 2 эффекта Орлиного Глаза. Иммунитет к негативным эффектам и баф защиты, 2-го уровня, на 10 секунд, а также снимает 2 негативных эффекта. Прям напихали на него. Единственное, что пока что он здесь никого не лечит, то есть есть блокировка урона, но пока что работает только на него. Есть баф защиты, да, и есть снятие очищения, то есть от негативных эффектов. Но лечения мы пока что не видим. При этом насчет урона я не совсем понимаю, то есть мы его можем либо ставить на разлом, либо он вполне себе неплохой урон может наносить, учитывая, сколько он стрел будет дополнительно выпускать. Еще и распространяет негативные эффекты. Не 100% шанс, но все равно. Прикольно. Его главный талант давайте посмотрим. Каждый раз, когда вы получаете морозное перо, цель Орлиного Глаза получает исцеление. Кто бы сомневался. Исцеление в размере 200% от защиты. От защиты. Вот так вот, да. Теперь он будет еще и лечить. Насколько хорошо? Посмотрим. Давайте почитаем его пробуждение. Здравствуйте. Цель, пораженная боевым навыком, получит дополнительное снижение атаки 2-го уровня. На 10 секунд. Что же они делают с этими эксклюзивными героями поддержки? Они напихивают в них просто все, что есть. Еще и штраф атаки будет. С боевого навыка. Да. Второе пробуждение. Когда ваше собственное здоровье опустится ниже 70%, вы будете исцелены на 30% от вашего максимального здоровья с 20-секундной перезарядкой. 30% лечит каждые 20 секунд. Еще и сам себя лечит помимо исцеления от таланта. Интересно. Третье пробуждение. Получайте 3 ледяных пера за каждые 2 эффекта Орлиного Глаза. Время восстановления 10 секунд. Да. То есть он постоянно будет блокировать урон. Понятно. Здесь у нас ускорение навыков на 30 единиц увеличения. И с 5 пробуждений у него здесь главное свойство, то что количество эффектов Орлиного Глаза составляет 35 эффектов, то есть уже будет игнорирование 35% защиты. То есть я не увидел здесь распространения вот этого эффекта ледяного пера на союзников, который будет блокировать урон. Хотя, может быть, он и так их распространяет. Это нужно посмотреть на арене клинков, я просто не видел в бою нигде этого еще персонажа.
И следующий эксклюзивный герой поддержки, второй, да, который будет у нас в паре вот с тем Орлом. В начальном баннере, где у нас будет баннер на героев поддержки 6-го сезона вот этих двух. Это у нас танк, можно сказать, танк Света Лена. Да, ну вот так вот. Зовут Лена. Так вот он выглядит. Какая-то версия получается механическая, то ли усиленная, то не усиленная, то ли просто другая. Похожа на Ацилию очень, да, внешним видом. Единственное, что какую-то занавеску себе повесила на плечи. Ну а так, такой золотистый прикольный дизайн, механическое очередное существо. Правда, там в биографии было написано, что она обретает свою волю. То есть не просто механическое существо, да, но уже и какое-то вот разумное. Итак, давайте читать навыки. Перевел я навык через чат GPT, и он гораздо лучше справился. Итак, после включения Лены в отряд эффективность получения энергии всеми союзными героями через навыки героев и естественное восстановление энергии повышается на 10%, а у всех вражеских героев снижается. Все то же самое, но только снижается. Ну, классный эффект, и, кстати, я его уже немножечко прощупал, ощутил на себе. Кстати, я ее выбил, помимо того, что я хотел показать вам арену клинков, она у меня уже есть. Я ее особо тут не изучал, пробовал ставить в отряд на воронку, ну, вслепую, то есть не смотря вот на эти вот все подробности. Просто поставил, посмотрел, что получилось. Получилось пока что не очень, то есть я неправильно ее использовал. Но я хотел вам показать вот здесь вот на примере арены клинков. И вот здесь вот я хотел показать на примере арены клинков 9 секунд. Да, бой длится 9 секунд. При том, что из артефактов на ускорение ничего нету. Есть сет кукольника на заливку, но он как раз таки на ней и висит. И бой у меня закончился, здесь у них контроля никакого не было. То есть они ничего не успели сделать, я просто набрал энергию и, соответственно, ударил. При том, что она снижает набор энергии им, а нас ускоряет. Тем более у меня здесь еще есть ФАЭСа, да, то им опередить меня довольно-таки сложно. И что я хотел показать, 9 секунд, часов здесь никаких нету, а время у нее срабатывания навыка, ну здесь уже с ускорением, по факту оно здесь 11 секунд. 11 секунд, а там она сходила за 9. Это значит, что 10% просто вот вам, пожалуйста, получите, распишитесь. И те же самые 10% она будет снижать всем противникам. Ну, это просто мощно. Мощно и просто. Боевой навык наносит 5 последовательных ударов по текущему противнику, каждый из которых причиняет 100% защиты урона сиянием и исцеляет заклинателя на 100% защиты. Каждый. То есть 500% защиты лечения. Это очень сильно, учитывая, что тот же Гариус, по-моему, делал 400 и лечил отлично. А здесь у нас 500 с боевого навыка. Да, здесь у нас, кстати, 12 секунд. Время повтора, видим, да? Но все равно. Также существует 35% шанса наделить всех союзников одним из следующих бафов, которых в данный момент нету. Увеличение защиты 2 уровня, сопротивление критическим ударам, снижение урона на 15%, иммунитет к дебафам или бессмертие. Длительностью 8 секунд. Вот они. Снижение урона здесь 15%, да? А критические удары 50%. Ну, защита, понятно, 60%, неуязвимость и иммунитет. Сильно, но 35%. Но 5 ударов. Абсолютный навык снимает все негативные эффекты со всех дружественных юнитов и восстанавливает им 600% защиты. То есть она еще и лечит. Здравствуйте. Еще и здесь лечит 600% защиты. Также дает всем союзным героям 10% энергии. Да что же вы будете делать? Она мало того, что здесь 10% дает, она еще и здесь 10% дает. Еще и лечит, еще и бафы, и все в одном теле. В основной части, скажем так, да? Это мы еще не читали ни пробуждения, ни боевые навыки. Давайте почитаем и ужаснемся. Основной талант эксклюзивный. При применении заклинания Танец Святого Меча имеется в виду боевой навык. Союзник с наименьшим количеством здоровья также получит такое же исцеление, как и тот, кто его применил. То есть с боевого навыка она будет лечить не только себя, но еще и союзника с наименьшим здоровьем. А потом абсолютно будет лечить всех. Мне это уже нравится. Ладно, давайте смотреть пробуждение. Первое пробуждение. Вероятность применения бафов с боевым навыком... Вот так, подождите, еще раз. Вероятность применения воином положительного эффекта увеличивается до 100%. Вот тут кривой перевод. Имеется в виду, что вот этот боевой навык теперь будет давать 100% шанс, что он даст баф. И если это с каждого удара, то получается все бафы
будет давать постоянно. Единственное, что на 8 секунд, а здесь у нас 11,5. То есть какой-то промежуточек будет без бафов, но я думаю, что мы можем его как-то будем как-то делать так, чтобы все-таки оно было более стабильным. Это значит, что первое пробуждение, так же как и у этого орла, нам желательно получать. Каким образом? Понятия не имею. Единственный способ — это готовить 1000 призывов, ну либо хотя бы 270, да, первый баннер с этими героями. Может быть, вам повезет, и может быть, вам упадет не одна копия. Но это, конечно, сами понимаете, насколько большое везение это должно быть. Итак, второе пробуждение. При применении состояния усиления существует 70% вероятность того, что длительность состояния усиления увеличится на 30%. И то есть нам даже ее ускорять не придется. 70% довольно-таки высокий шанс, что вот эти бафы будут не на 8 секунд, да, а на 30% больше, уже на 10,5 почти секунды. Ну и вот и все. Ну и почти постоянно они будут так вот висеть, весь бой. Ну, смотря сколько она выживет, конечно. Третье пробуждение. Герои союзников получают 15% увеличения максимального запаса здоровья. Ай, замечательно. Здоровья всем. Я вам всем здоровья желаю. Особенно Ауре, которая здоровье ценит больше всех остальных. Они у нас зожники, да? Ой, им здоровья чем больше, тем лучше. А вообще много его для них не бывает. Да, ну короче, ауру здесь бустят капец. С помощью вот этой вот штуки. Четвертое пробуждение. Ускорение навыков 30 единиц с плюсом. Пятое пробуждение. Способность ленный тайный свет теперь увеличивает процент получения энергии на 20%. А также влияет на зарядку боевых навыков. Ну вы даете. Ну короче, вы поняли, да? То есть пассивный навык, который 10% увеличивает получение энергии естественным путем и за счет навыков, то теперь это будет 20. То есть теперь еще 20% увеличения зарядки перейдут и на боевой навык. Вот такой вот танк света Лена. Обращу внимание на примере второй воронки, она у нас вчера открылась. Сегодня мы уже вскрыли наши чемоданы со снаряжением. Обращу внимание, что вот этому человеку я имею в виду, игроку. Смотрите, какое пробуждение, да? И оно ему не помогло. Команда Ауры, 5-е пробуждение. Вроде бы уже и снаряжение есть. Правда, он как-то странно передал снаряжение. Смотрите, с 4-го сезона он зачем-то передал вот этот вот эффект мифический. Зачем? Он почему-то посчитал, что он будет недоступен. Я не понимаю, чем он мотивировался, но он сделал вот так. Здесь у него тоже плохое снаряжение, на крит урон, крит шанс. Ну, не то чтобы сильно плохое, но... Кстати, вообще-то неплохое. Здесь с атакой видим. В общем, я к чему это? Я быстренько хотел показать, ему это не помогло. 5-е пробуждение у него. Он каким-то образом надоил баннер на целых 6 копий этого героя. 6! Так урон у него 2800. Я не понимаю, что происходит, при том, что в 2 раза больше у ледяного взрыва. Вот с этим орлом +1. Так что я не знаю, как такая разница, может быть он просто играть не умеет, не знаю. Ну а теперь давайте почитаем неэксклюзивных героев. У нас здесь тоже они есть. И начнем вот с этого ящера. Так, я не показал, как он выглядит. Так вот он выглядит. Пассивный навык. Когда на любого вражеского героя действует эффект снижения силы, 40% этой силы поглощается и преобразуется в вашу собственную силу. То есть, когда он кому-то что-то снижает, да, энергию набирает, то он сам за счет этого 40% себе набирает. За счет того, что снизил. Прикольный эффект. Единственное, что редко когда применим, потому что он будет снижать энергию за счет контроля. А контроль у нас на боссах нигде не действует. Боевой навык наносит 320% атаки урона врагу с наибольшим текущим процентом силы. Ну, имеется в виду энергии. И имеет 100% шанс наложить 5-секундный эффект магическое молчание. Это вот такой вот новый вид контроля, когда он запрещает, ну то есть блокирует набор естественным образом энергии, ну того, на ком он висит. То есть пока он висит, а висит он 5 секунд, у нас противник под этим контролем не будет накапливать энергию, при этом он будет накапливать за счет того, что тот не накапливает. Жаль только одна цель, слабо применимый навык, как мне кажется. Тем более у него перезарядка 11,5 секунд с учетом ускорения пробуждений, да? Здесь 2 секунды, то есть, ну, как-то вот... Хотя бы там 3 цели, да, там, ну, что-нибудь такое. Но одну цель, кого мы будем контролировать, я не знаю. Хотя, с другой стороны, здесь же имеется в виду условия тут есть, да, у кого больше всего энергии. Ну, может быть и неплохо. То есть на арене мы сможем там тормозить тех, кто там через Сагамира играет, либо еще как-то. Ладно, абсолютный навык. Направьте тотемные столбы на текущую цель и все цели с дебафами. Каждый тотемный столб наносит 600% атаки огненного урона в области, центрированной на цели,
И имеет 100% шанс наложить дебаф снижение атаки второго уровня и магическое молчание, но уже на 10 секунд. Ну, то же самое блокирование набора энергии. И получается, он на площадь, да, накидывает, и, соответственно, цели потом, на кого он наложил, будут его заливать. И он будет снова его накидывать, и снова накидывать, и снова накидывать. Соответственно, они могут как бы дойти до того, что не будут энергию набирать вообще. Если, конечно, у них не будет какого-то сопротивления, либо его не вынесут раньше. Что, кстати, вполне себе возможно, что и будет происходить. Его главный талант – благословение Кукуканти. В начале боя получите дополнительные 15% к силе, к энергии. Престиж жреца изменен. Выберите цель противника с наибольшей силой атаки для последующего выпуска. То есть теперь не у кого наибольшее количество энергии, а у кого наибольшая сила атаки. Даже, кстати, не знаю, что лучше. Иногда противник специально атаку завышает кому-то другому, чтобы по основному ДД не били. И пробуждение. Давайте посмотрим пробуждение. Первое пробуждение стандартное. При нахождении под контролем он получает сниженный урон на 20%. Второе пробуждение. Если наложенный магический запрет не будет активно снят, то после исчезновения эффект игнорирует сопротивление к эффектам и снижает силу цели на 30%. Интересный дополнительный эффект на самом деле. То есть не просто запрет будет, но еще и будет потом в конце действия снижать. Если мы его не снимем. А как его можно активно снять? Снять контроль? Так у нас здесь практически никто его не снимает. Очень редко кто снимает контроль. Именно снимает. Не иммунитет дает, а именно снимает. Интересно. Точность 50, стандартное пробуждение. Здесь ускорение навыков 30, тоже стандартное. И пятое пробуждение. Эффект подавления магии усиливается, и цель больше не сможет естественным образом восстанавливать очки силы и боевых навыков. Не совсем понял. Написано усиливается, и они больше не смогут восстанавливать естественным. То есть вообще, что ли, один раз наложил и все? И под запретом полностью становится? Это капец. То есть пока не снимут, именно активно, как здесь было написано, да? Что он, получается, будет висеть до талого? Посмотрим, когда они у нас на тест-сервере появятся. Будем смотреть. Может быть, на арене клинков я где-то его увижу. Следующий герой — это герой поддержки Мороза. Выглядит он вот так вот. Очередной дед. Как я уже говорил, мы среди них скоро будем путаться. Они, мне кажется, из одной семейки тут некоторые есть. Давайте читать его навыки. В начале битвы применять заклинание Белая Сова на себя и на союзника с наивысшим показателем атаки. Белая Сова используется для передачи всей силы, которую Аларик крадет. Так, а где он что крадет? Видимо, потом увидим. В присутствии Аларика все замороженные враги, имеется в виду, я так понимаю, те, кто находится под оледенением, получают дополнительный эффект кражи силы, отнимая 2% их силы каждые 2 секунды. Если сила врага снижается до 0, он оглушается на 5 секунд, игнорируя сопротивление эффектам. Опять же, контроль, снижение энергии, это получается как-то для арены, что ли. Еще один герой для арены. Странновато столько героев для арены добавлять. Крадет энергию и оглушает, если до 0 опустится энергия, да? Ладно, понятно. Боевой навык. Атакуйте врага с наибольшим текущим процентом энергии, нанося урон от заморозки, от льда, 200% к атаке, и имея 100% шанс наложить на цель снижение урона на 10% на 8 секунд, а также украсть 8% от его силы. 7 секунд стартовый, кстати, очень долгий, и 12 секунд повтор, тоже очень долгий. 8% энергии ворует и 10% снижения урона. На 8 секунд. Понятно. Абсолютный навык. Наносит 400% к атаке урона от заморозки всем врагам и имеет 75% шанс наложить эффект заморозки на врагов на 5 секунд. Заморозка имеется в виду оледенение. Вот здесь мы по значку это видим. После этого все союзники получают баф на защиту 2 уровня и 20% снижение урона на 10 секунд. Неплохо. Баф защиты, снижение урона. Прикольно. И оледенение получается, да? Оледенение у нас снижает скорость атаки на 50% и скорость набора энергии на 20%. Если кто не знает. Главный его талант. Кстати, они как-то сэкономили на дизайне значков. У всех значки одинаковые. Когда цель, за которой следует Белая Сова, совершает обычную атаку, существует 50% вероятности наложить один эффект заморозки, который длится 5 секунд. То есть оледенение. Пробуждение давайте почитаем. Снижает получаемый урон от критических попаданий на 20%. Понятно. Второе пробуждение. Количество целей, которые можно выбрать для применения боевых навыков, увеличено до 3.
Ну вот это вот уже интересно, я уже забыл, что там за навык. Еще раз. Атакуйте врага с наибольшим текущим процентом энергии, нанося урон от льда, имея 100% шанс наложить на цель снижения урона на 10 секунд, на 8 секунд на 10%, а также украсть 8% силы, энергии, то есть. На 3 получается, на 3 цели. Ну, вроде бы звучит неплохо. 3 пробуждение, точность плюс 50. 4 пробуждение, очки здоровья плюс 30%. И 5 пробуждение, эффект кражи энергии от способности оледенения увеличен до 3%. А исцеление от способности белая сова каждые 5 секунд увеличено до 50% от силы атаки героя. Ну, то есть лечит, непонятно насколько хорошо, 50%, не знаю. Крадет энергию и, по-моему, еще его заливает. То есть то, что ворует, еще ему передает. Ну, интересный герой, посмотрим, может быть он даже где-то пригодится. Звучит вроде бы как-то полезно даже. Следующий герой, это герой, опять же, поддержки, но уже молнии. Выглядит он вот так вот, интересный у него такой лук. Бедно как-то одет, но весь в татуировочках, в светящихся, в неоновых. Так вот наш рогатый друг либо недруг выглядит. Здесь у него большой нож, но маленький кубок. То есть выпивает, но в меру. Возможно, что это как-то связано с его контролем гнева, который он не особо контролирует. Поэтому много не пьет, не знаю. Ладно, давайте почитаем навыки. Пассивный навык за каждую перемещенную клетку исцеляет ближайшего союзника на 100% атаки и наносит 100%, или наносит 100% атаки урона молнии ближайшему врагу. Что значит или? То есть это либо одновременно действует, либо идет случайный выбор. То есть либо лечение, либо урон врагу. Нет, наверное, в случае с врагом перемещение, то есть ему наносит урон, а нашим союзникам лечит. Здоровье. Интересный эффект, но как он будет реализован, пока что непонятно. Давайте читать дальше. Боевой навык. Переместитесь к колонне с наибольшим количеством врагов на расстоянии не менее одной клетки. И выпустите стрелу, которая отскочит к 3 врагам, нанося 300% к атаке урона молнией и имея 100% шанс оглушить их на 3 секунды и связать с ними эффект на 10 секунд. Имеется в виду эффект связи. Вешает на него. Вот такой вот. Это новый эффект, который именно у него есть. Эффект связи. Когда враг, связанный с данной связью, получает дебаф, либо находится под контролем, другие связанные цели также получают дебаф или находятся под контролем. Дебаф или контроль применяются раз в 5 секунд, и эти два эффекта рассчитываются отдельно. 3 цели, да? Оглушение, распространение ослабления, распространение контроля. Но опять же, контроль это у нас всегда все-таки арена, да, то есть другие противники. Игроки имеется в виду. А здесь, как бы в обычных там режимах, когда у нас боссы, это обычный режим, потому что он у нас чаще всего, мне кажется, происходит, это битва с боссами. Там, получается, контроль будет неуместен, а вот с дебафами, может быть, как-то обыграть получится. Тем более, что у нас сейчас молния будет в 7 сезоне с ядом. Может, как-то это можно будет использовать, не знаю. Абсолютный навык. Наносит 500% к атаке урона молнии врагам в пределах досягаемости и имеет 100% шанс наложить эффект снижение атаки 2 уровня на 10 секунд. Тут все просто. Наносит урон по площади, пожалуйста, штраф к атаке. Понятненько. Давайте смотреть его талант. Похож, кстати, иконка такая же, как и у Анализис, да? Я так понимаю, с иконками они перестали заморачиваться, и они будут очень похожи. Итак, талант. При активации сияющего маяка также существует 100% вероятность того, что он наложит на цель связь, действующую в течение 10 секунд. Сияющего маяка. Где там у нас маяк? Вот этот, что ли? Да, вот этот. То есть, когда он будет использовать вот этот навык абсолютный, да, то есть по площади бить, также он будет еще вот эту связь накладывать. И, соответственно, вот этой толпе также будут прилетать все дебафы и контроль. Вообще интересная, конечно, такая вот связка навыков. Плюс ко всему не забываем, да, что когда кто-то перемещается, хотя зачем тогда контроль? Если будут все под контролем, никто перемещаться не будет из противников. Хотя, с другой стороны, он, наверное, урона-то особо наносить и не будет. Главное, что он при этом будет лечить союзников, которые будут перемещаться. А кто у нас постоянно перемещается? Да я особо-то и не знаю. Только если неустрашимый, там, Кульвида носится туда-сюда, да? Или там Настенка. Ладно, посмотрим, будет ли он вообще применим. Давайте почитаем его пробуждение. Первое пробуждение, ущерб, получаемый... Так. Это получается урон под контролем снижается на 20%. Стандартное пробуждение. Второе пробуждение. За каждое пассивное перемещение юнита пользователь может либо лечить союзников, либо наносить урон врагам. Не совсем понял, учитывая, что у нас это и так в пассивном навыке прописано. Возможно, что добавляется еще один эффект, не знаю. В любом случае, это какое-то усиление.
Третье пробуждение 30 ускорения, четвертое точность плюс 50 и, соответственно, пятое размещение ссылки приведет к дополнительному снижению вашей мощности на 10%. Ну вот вам и перевод через Google Объектив. Давайте все-таки воспользуемся более-менее адекватным переводчиком, чатом GPT. Я так понял, что чат GPT нам хочет сказать, что когда мы накладываем вот эту связь, то 10% энергии мы сбиваем. Ой, не вот это вот я имею в виду. Вот это вот уже интересно. Но опять же, это тоже подходит больше как-то для... битвы на арене, там в шахматах, но никак не с боссами. Боссы обычно все вот это вот игнорируют. И на этом все. Здесь вроде бы новые герои закончились. Единственное, что у нас есть еще один герой новый. Во-первых, это, конечно, эпический. Я его читать, честно, я его не буду. Пускай хоть какой-то сюрприз для вас будет. Я имею в виду вот этого сундука. У него, кстати, даже эффекта появления нету, потому что это не легендарка. Этого сундука я читать не буду. Тут у нас, что у нас в навыках, что-то написано. Эффектов, видим, никаких не появляется, ни здесь, ни там. А здесь у нас есть насмешка. Ну, навряд ли это будет какой-то имбовый герой, поэтому я даже его читать не буду. Таланты у него стандартные вот такие вот. Но у нас же есть еще герой слияния. И этот герой, кстати, довольно-таки, мне кажется, будет полезен. Причем будет полезен не только новичкам, но и старичкам тоже. А все почему, вы сейчас услышите, увидите. Потому что это прописано в его навыках. Давайте посмотрим, как он тут появляется эффектно. Прикольный дизайн вот с этим отшлепыванием. Вот этой вот шаловливой ручонки, которая все пытается ему вон надоедать. Он хопа, иди, давай, иди отдыхай. Не трогай меня, я занят. И такой плащ из рук. Спящих рук, но одна проснулась. Ладно, давайте почитаем его навыки. После начала боя Дрелл восстанавливает 10% от максимального здоровья. Каждые 8 секунд. При получении лечения избыточное лечение будет лечить всех союзников, кроме него самого. За каждого вражеского юнита, который атакует его, интервал лечения сокращается на 1 секунду, но не более чем на 2 секунды. Это получается каждые 6 секунд на 10% он будет себя лечить от максимального здоровья. Уже неплохо. Избыточное лечение лечит союзников. Уже неплохо. Боевой навык. Здесь у нас заложен, не то чтобы самый сок, но довольно-таки сильное свойство. Это у нас штраф к атаке. И что самое интересное, с боевого навыка он накладывает его на 10 секунд, а соответственно время перезарядки 10 секунд. Он будет постоянно на одну цель накладывать штраф к атаке, то есть может использоваться на любых боссах, да, где одна цель. И, собственно, сам навык. Используйте боевое умение, чтобы пометить врага с наименьшим текущим процентом здоровья, нанося урон в виде заморозки, льда, я имею в виду, имеется в виду 150% от атаки, это не важно, конечно, и имея 100% шанс наложить, соответственно, снижение атаки второго уровня на 10 секунд. Шикарное свойство. Он уже, мне кажется, будет полезным, потому что штраф к атаке это зачастую редкость, причем еще и лечение. Абсолютный навык наносит 300% атаки урона от льда всем врагам с 50% вероятностью накладывает эффект распределения боли на врагов на 10 секунд, после чего исцеляет всех союзников на 250% к защите. И вот это вот уже замечательно. Да, тут маленький процент, 250 это, не то чтобы много, но учитывая вот этот эффект с избыточным лечением, возможно, что и плюс ко всему штраф к атаке, мне кажется, он будет прям довольно-таки полезным. Лечения у Мороза, сами понимаете, очень мало, да, и тем более штраф атаки и сразу лечение, еще и танк в одном лице. Это у нас наконец-таки что-то полезное будет за бесплатно получено с континентального испытания. И что за распределение боли? 50% урона, получаемого Дреллом, передается цели, заставляя цель совершать обычную атаку на Дрелла. Если цель погибает при активном эффекте разделения боли, навык немедленно полностью заряжается. Тоже интересно. Прям на себя будет вызывать. Плюс ко всему заставляет обычной атакой бить, а не навыками. Интересный эффект и будет передавать еще и 50% урона, а сам он будет при этом живучим, да, то есть может впитывать много урона. Классно. Как это будет работать, увидим. Главный его талант, он отсутствует, жаль, потому что вот если бы у него был еще какой-то главный талант, то он был бы прям на уровне какой-то эксклюзивного героя какого-то. Но, видимо, поэтому его и нету, чтобы он не был слишком сильный. Причем, обращу внимание, у него есть раздача сопротивления, щиты, и у него таланты не танка, а лечения. Не знаю, насколько получится полезным он.
Но судя по тому, что есть штраф к атаке, хотя, вы знаете, у Калаверы тоже есть штраф к атаке, но мы ее нигде не видим. У нее есть лечение, у нее есть баф защиты, у нее есть снятие ослаблений. Вроде бы так много всего есть, а мы ее нигде не используем, нигде не видим. Что будет с этим танком? Ну, посмотрим. Разница только в том, что у Яда есть тот же Агок, да? А здесь у нас, у Мороза, нифига подобного нету. Поэтому вот для Мороза вполне себе вот такой герой может зайти довольно-таки неплохо, как мне кажется. И давайте почитаем его пробуждение. Здесь у нас, как всегда, стандартное пробуждение. Снижение урона под контролем на 20%. Здесь у нас, когда у его собственное здоровье опускается ниже 60%, он начинает лечиться на 1% каждую секунду. Здесь у него защита плюс 30%. Здесь очки здоровья плюс 30%. Ну и, соответственно, пятое тоже довольно-таки стандартное. То есть от контроля может быть 35% шанса, что будет иммунитет. Так себе пробуждение, вот это вот все бесполезное. Ну, ради характеристик пускай будет, да? Вот такой вот интересный дрелл. Ой, ну вот и наконец-таки с героем мы закончили. Давайте теперь посмотрим артефакты. Артефакты у нас есть новые. И первый артефакт — это у нас артефакт для Пайкстона. Что он делает? Здесь у нас написано: каждый раз, когда противник активирует или нейтрализует эффект горения, ну, это корявый перевод, на самом деле, когда мы накладываем горение, либо мы его снимаем, то есть производим взрыв, например, да, ну, либо, соответственно, противник снимает его и, соответственно, производится взрыв. Пайкстон наносит 240% от мастерства каждый раз при наложении либо снятии горения. Ну, получается, он будет действовать как Дурем, только единственное, что Дурем, насколько я помню, когда у нас взрыв происходит, а здесь уже получается и при наложении, и при снятии. Но при этом от просвещенности, которой у нас так-то не очень много. Что будет происходить в бою, да, и какой это будет урон? Ну, это нужно смотреть, потому что, как всегда, на бумаге ничего не понятно. Но вот с артефактом у Фредгунды, у нашей совы, здесь уже гораздо более понятно и прозрачно. Во-первых, здесь, по-моему, впервые встречается вот такое сочетание, когда у нас, я имею в виду характеристик основных, когда у нас и критический шанс, и критический урон в одном артефакте. Вот в этих вот характеристиках. Это классно. Что у нас здесь еще? В присутствии Фредгунды союзные герои с ледяными кристаллами получают, имеется в виду ледяного взрыва, получают увеличенный наносимый урон в зависимости от количества ледяных кристаллов, умноженный на 5 максимальных процентов. Соответственно, если у нас 5 максимальных кристаллов и 5% за каждый кристалл, то есть здесь умножение видим, да, значок, то есть 25%. 25% увеличения урона даст Фредгунда уже чисто с этим артефактом. Также уменьшает получаемый урон, также в зависимости от количества кристаллов, которые имеются, да, умноженное на 3%. То есть еще и на 15% снизит получаемый урон. Отличный артефакт, конечно же, надо брать. Что брать первее, пробуждение либо артефакт? Я думаю, что первее взять артефакт. Почему? Потому что он влияет непосредственно на живучесть. Хотя, с другой... ну, кстати, и на урон тоже. То есть мы не берем пробуждение, но сразу увеличиваем на 25% урон, еще и снижаем на 15%. Ну, максимально. Понятно, что там может быть не всегда по 5 кристаллов, хотя, мне кажется, с Фредгундой, там, с Шиной всегда будет по 5 кристаллов. В общем, сильный артефакт надо брать. Бернейт обзавелась тоже артефактом. Параметры у нее здесь все на атаку. И как звучит его эффект этого артефакта? Пока на поле боя присутствует призванное существо героя класса призыв, это уже через чат GPT я перевел, потому что Google не справился, получаемый им урон снижается на 35% максимум. Каждый раз, когда любое призванное существо наносит урон, дополнительно наносится урон в размере 75% от силы атаки Бернейт. Учитывая количество призванных существ, у нас их всегда довольно-таки много, да? Каждый раз нанесение ей атака урона 75%. Ну, возможно, что будет ощутимо. Иначе бы зачем это делали, да? А это значит, что наступает время, когда Бернейт будет не просто носителем усилений для Лильванис, допустим, а получается еще и будет наносить урон. Какой-то урон. Возможно. Хотя, может быть, нет. Может быть, так и останется помощницей, носителем, оружейником, скажем так, Лильванис, либо вот этого бабочко. Следующий артефакт — это артефакт для ловкача. Главный параметр у нас здесь обычная плоская атака и просвещенность. Эффект же звучит так. Каждый раз, когда эффект сильнодействующее зелье наносит урон врагу, с вероятностью 100% игнорируется сопротивление эффектам и накладываются 2 уровня отравления. Ну, имеется в виду яда, я так понял. На врагов под эффектом сильнодействующего зелья каждый уровень этого эффекта увеличивает получаемый урон от мастерства яда на 3%, максимум до 50%. То
То есть один артефакт уже, здравствуйте, 50% увеличения урона. Ну, это как у Чорок, допустим, да, почему бы здесь? Единственное, что у Чорок нету ограничения, что это у нас именно союзники огня, либо союзники дикости. Здесь же у нас прописано, что именно от яда. Ну, с учетом нового эксклюзивного героя, да, и этого артефакта, то есть связка Лавкач с этим артефактом, плюс новый герой яда, надо на это смотреть. Надо на это смотреть, насколько это заиграет, либо не заиграет, будет видно только после того, как мы это попробуем, иначе понять будет сложно. Что еще нового здесь появилось? Новый у нас появился питомец. Ну как новый? Он не новый на самом деле. Что вот этот питомец, что вот этот, это один и тот же питомец. Просто здесь у нас коллаборационный дизайн, да? Он был ограниченной серией, скажем так, и получали мы его за счет участия в коллаборации. Так как у нас коллаборация закончилась, соответственно, они больше не имеют, да, возможности давать вот таких джинов. Теперь дается вот такой вот джин. Это тот же самый джин, те же самые навыки, все то же самое, просто выглядит по-другому. Сразу скажу, что у питомцев еще появилось пробуждение талантов, не самих питомцев, а именно талантов. И пробужденный этот питомец, точнее, с пробужденными талантами, выглядит вот так вот. У него появляется аура, ну, свечение обычное. Что за пробуждение талантов? Пока что само пробуждение показать вам не могу, покажу его попозже, когда у меня будет 6 талантов у питомца, потому что вот это меню пробуждения, оно здесь, как видим, доступно только с момента, когда у питомца 6 талантов. Пробуждение таланта дает пробужденному таланту 50% от его изначальных свойств. То есть, если вот этот талант, ну вы по значку, я надеюсь, помните. Если не помните, я вам скажу. Это у нас блокировка первых 2 ударов в бою. И 50%, да, к 2 ударам, это, соответственно, всего 3. То есть, плюс 1 удар он блокирует. И выглядят пробужденные таланты вот таким вот красным эффектом. Ну, то есть, вот он такой красненький. В топе воронки я вам уже показывал, но давайте покажу еще раз в рамках этого ролика. Вот они, пробужденные таланты. Красненькие, вот так как рождественская елка, видим, да. Желтенькая, красненькая. И, собственно, вот пробужденный талант. 9% увеличения урона по разлому защиты. Ну, это я на память помню, да, что вот этот значок. То есть я не перевожу здесь ничего уже. И видим, что, да, без пробуждения 6%, плюс 50% к этому показателю, еще 3%, вот 9%. Для пробуждения талантов нужны будут новые ресурсы. У нас здесь есть вот такой вот ресурс эпического качества. Мы его получаем, ну, уже у меня какой, 8-й день, по-моему, да, а у меня уже 5300. Это у нас эпического качества. Я не знаю, насколько он ценный, но здесь у нас есть, вот он. Я так понимаю, самый главный ресурс, он уже легендарного качества, и у меня здесь их всего 5 штук накопилось. Вот эти 2 ресурса нам будут нужны для пробуждения талантов. Я так понимаю, что вот этот не для уникальных талантов, а это для уникальных. Ну, скорее всего, так это было бы логично. И вот этого эпического качества нам будут давать вот здесь вот, в ежедневных наградах 100 штучек. Также в обменнике фамильяров тоже появится вот этот вот главный ресурс. Единственное, что здесь всего лишь 3 штучки, и обновляться он будет раз в сезон. То есть за весь сезон мы 3 штучки только получим. Ну и раз уж мы сюда зашли, давайте посмотрим все обменники, которые у нас здесь теперь есть. И я вам скажу, что они, в принципе, не поменялись. То есть все то же самое практически. Артефакты, понятно, что у нас здесь, по-моему, парочка артефактов каких-то добавилась. Вот этот и, по-моему, вот этот вот, да? Здесь у нас плоская атака и критический урон. Основные характеристики, а сам эффект, когда владелец наносит урон, снижающий здоровье любого врага ниже 50%, он получает дополнительный баф, равный его собственному. Урон от атаки составляет 400%, применяется только раз в 20 секунд к любому противнику. Я не совсем понял, что это значит. Я так понимаю, если мы бьем кого-то и 50% здоровья и ниже, точнее, остается у противника, то мы дополнительно наносим 400%. И раз в 20 секунд. Ну, не знаю, насколько он будет хороший, посмотрим. У нас многие артефакты вот так вот болтаются, абсолютно не нужны. Вот, допустим, вот этот вот с этим проклятием. Так. Вот этот, не помню, он был у нас либо нет. В любом случае мы его не использовали. Я хотел показать вот эту болотную отраву. Болотная отрава тоже. Раньше мы ее часто использовали, но здесь был критический шанс. А теперь здесь снижение урона. И теперь он вообще не используется, можно сказать. Так, и второй артефакт. Здесь у нас получается ускорение навыков. Это, кстати, уже хорошо. И точность, что тоже неплохо. Что за эффект у него? Когда владелец наносит урон врагу с помощью абсолютного навыка, существует 50% вероятность снизить энергию цели на 10% и наложить эффект замедления скорости зарядки на 5 секунд. Этот эффект может сработать только один раз в 10 секунд на любом враге. Нифига себе эффект. Ну, это сильно. Ускорение навыков, точность.
50% снизить на 10%, так еще и дебаф наложить. Ну, прикольно, прикольно. Ну, на арену по-любому. По-любому. Ой. Ну, а так, да. На арену, либо, кстати, на боссов. Это же не контроль. Это же не контроль. То есть мы можем тому же Репикасу накинуть его, да, либо глубинному удару его накинуть. Мало того, что ускорение добавит, так еще и дополнительное вот это снижение и замедление будет постоянно накидывать. То есть для боссов на континенталках, да, мы часто такое вот замедление использовали. Прикольно. Не помню я вот этот артефакт, по-моему, тоже новый. Ну, мы его раньше видели в прошлой версии игры. Он у нас был. Мы его, кстати, не особо-то использовали. Здесь у нас атака плоская, атака процентная. Что за эффект? Каждый положительный, отрицательный, контрольный эффект, находящийся в данный момент у владельца, увеличивает наносимый им урон на 3% и снижает получаемый урон на 3%, максимум до 10 раз. То есть на 30% снижения увеличения урона. Ну, не знаю. Звучит так себе. Такое ощущение, что он будет так же валяться без дела, как и раньше. В остальном здесь вроде бы все. Что еще в обменниках у нас здесь появилось? Обменник арены не изменился вообще, причем командная арена вроде бы остался обменник, но самой арены как-то не видно. Ну и возможно, что потом вернут. Нам что-то такое писали про это, по-моему. Ой, обменник Альянса точнее, тоже остался неизменным, хотя можно было бы сюда что-то добавить, так как очки купятся, они особо не нужны, непонятно, зачем он существует. Здесь у нас обменник прогнозов, тоже все как и было раньше, без изменений. Обменник очков славы. Тоже здесь никаких, по-моему, косметики никакой не добавилось. Все то же самое. Обменник, так, это битва за корону. Кстати, появился вот такой вот прикольный эффект. Я бы его посмотрел, как он выглядит. Выглядит вроде бы так золотисто, светящийся, блескуче, пафосно. Поэтому можно будет взять. 3000 очков надо, довольно-таки немало. Но вполне себе за сезон там накопить можно. По яйцам, я уже сказал, да, вот этот ресурс появился. Больше ничего. Так, магазин, точнее обменник приключений. Вот эту фигню нам до сих пор не изменили. Я не понимаю, что это за маразм вообще происходит. Один долбанный камень в 2 недели. Понимаете, я когда про это вспоминаю, когда на это натыкаюсь, меня, наверное, я не знаю, до инсульта доведут. Потому что я не могу такое представить. Как могло в голову прийти вот такое реализовать? Но это что-то за гранью моего понимания, поэтому ладно, давайте дальше. Что у нас здесь есть еще? Там больше ничего нового. В магазине сезона. Ой, это магазин контрактов. Доступно по 2 сундука. Соответственно, 2 сундука с 1 по 5 сезон. Это у нас герои школ. Обычные герои, да? То есть здесь, допустим, тем, кому не везет с Диантой, как, допустим, мне, у меня на +1. До сих пор. Можно вытащить Дианту. Ну, или кого-то, кого вам не хватает. И 2 сундука с героями поддержки. Абсолютно бесполезный сундук. Для тех, кто играет давно, потому что здесь уже давно все на +5. В остальном все то же самое. И вообще в этом обменнике лично я вам советую вот это вот все пропускать мимо. Единственное, что вы за косметикой, если вдруг гонитесь, да, билеты вам эти нужны, хотя я не знаю зачем, учитывая количество косметики, да, то можно еще билетики. А вот яйца не торопитесь, не забирайте, потому что в любом случае их нужно много, и вот это количество вам особо ничего не поправит. Сундук, да, можно, там, Агока на +5, допустим, сделать, либо кого-то ключевого, которого у вас нету, быстренько забрать, можно. То же самое вот здесь вот. Но самый ценный ресурс, когда уже вот это все не нужно, это вот гелиолиты. Я их, честно, скупаю по 2 штучки раз в неделю. Самый универсальный ресурс. Да, их нужно очень много в последнее время, но что поделать. И обменник сезона. Я здесь уже скупился. Выглядел 6-го сезона, то есть после 6-го сезона. Выглядел он вот так. То есть несколько свитков. Там, по-моему, 15 было гелиолитов. 10 штучек по 50 вот этих. И, по-моему, 2 сундука, вот они. 2 сундука вот с этими героями слияния. Ну здесь было бы, в принципе, прописано по 15, да, 15 было. Здесь вот 10 было. И здесь у нас было их 5. В остальном вот этот артефакт, который бесплатно, по-моему, новичкам дают, но так как все остальные его бесплатно не получили, если вдруг еще не купили, то можно будет здесь купить. По-моему, за 100 очков вот этих вот, то есть довольно-таки дешево. Хотя, учитывая количество дублей легендарных героев, да, то проблем с этим никаких нету. У большинства старых игроков, мне кажется. Ну а в остальном все. Награды за сезон. Давайте посмотрим, что нам будут давать за 7-й сезон. Так. Награда выглядит вот так вот. Это у нас рамка по дизайну, связанная с этим, с маунтом, да? С золотым, который покупается в обменнике вот этих за 3 мифические монеты, самые дорогие.
Вот такой вот анимированная такая вот рамка аватарки. Ну и в остальном все то же самое. То есть вот эти вот 2 монетки. Вот такая вот аватарка. Это новый, кстати, босс. Это в 7 сезоне будет такой босс. И, соответственно, рамка. Рамка прикольная. Тоже в дизайне, как новый босс 7 сезона. Она здесь уже, естественно, эпическая, поэтому не анимированная. Ну и 20 билетов. И, кстати, добавились вот эти вот штуки для талантов. 8 штук за первое место. За второе 7, потом 6. За четвертое 5, потом 4, потом уже 3, за топ-22 и за топ-51, ну, соответственно, за топ-100 уже ничего нету. Ну и билеты также остались для топа 50, вот эти вот, их желательно, конечно же, зарабатывать, если вы не собираетесь бросать игру. Потому что билеты ценные, частенько, довольно-таки частенько людям падают с них. На старте сезона, в баннере сезона падают эксклюзивные герои, они довольно-таки ценные. Ну и, собственно, все. По самому сезону понятно, что у нас будут новые боссы на слиянии, на континентальном испытании. Ну и, соответственно, новый финальный босс. В остальном здесь по карте сезона видим, что та же самая карта. То есть воронка, открывается сложность, бездна, закалка со столпами с этими. Ну и все, да, феи. В феях, кстати, будет вот такой вот артефакт. Давайте мы прочитаем. У него здесь точность и, получается, очки здоровья. Процентные — это основные параметры. А что за эффект? Когда пользователь применяет эффект усиления ослабления контроля, существует 100% вероятность того, что его длительность будет увеличена на 20%. Ну, учитывая, что 100% вероятность, может быть, это найдет свое применение на самом деле. Потому что усиление и ослабление, это может найти свое применение. Не такой бесполезный артефакт, хотя на бумаге то, что бывает красиво звучит, оно действительно вроде бы сильный эффект, допустим, либо сильный герой, но место ему не находится, потому что есть более необходимые предметы, ну, либо герои, соответственно. Получается, увидим, когда поиграем. Ну и здесь вот вы уже видите, да, вот еще одно нововведение, вот это вот. Это у нас воронка. Теперь у нас воронка, есть Дахван, то есть основной наш режим ежедневный. И есть еще еженедельный режим. Вот они переключаются вот здесь вот этой кнопочкой. Вот он Дахван, такой же, как мы его знаем, обычный Дахван. Награды здесь все те же самые, все то же самое, да. И за урон, и за рейтинг, все то же самое. Но есть второй режим. Старые игроки его помнят. Это у нас Безумный Нептун. Ну, его безумие в том, что у нас здесь есть на выбор один из модификаторов. Помимо того, что действует эффект определенный, да, у нас есть еще 3 модификатора на выбор. И мы можем его выбирать. И каждую неделю, у нас подсчет происходит каждую неделю. Каждую неделю этот эффект будет меняться. Видимо, у нас уже 2-я неделя пошла, и вот на 3-ю неделю будет вот такой вот. Когда у нас будет 3-я неделя идти, мы уже увидим 4-ю неделю и так далее. Здесь у нас награды есть за урон. Причем, опять же, вот эти вот кристаллики. 2 штучки целых дают, и 2000 вот этих штук. Очень неплохо. Также у нас есть награда за рейтинг вот такая вот. 1500 клипсидр очков, 300 окаменел. Ну, это первое место, понятно. Ну, допустим, топ-20. Тоже неплохо. Хотя раз в неделю слабенько. Ну и, собственно, все. По поводу навыков, насколько я помню, это тот же самый Нептун, которого мы знаем. Также ослабление защиты, также молния, вот это вот все. И цикл босса 20 секунд. Хорошо хотя бы, что не ежедневный, да уж спасибо за это. Ну а так, теперь будет еще один босс. По магазину я показывал на стриме, сейчас у нас уже закончилось. У нас было на старте событие на кэшбэк. Кэшбэк, вот как у нас было, по-моему, в прошлом году, да? По-моему, в прошлом году у нас было. На старте сезона у нас было на 30... не на старте сезона. Перед стартом обновления, по-моему, у нас был кэшбэк на 30 тысяч кристаллов, да? И вот здесь был такой же кэшбэк, только уже на 10 тысяч кристаллов. Там тоже лента наград дополнительная, там гелиолитов несколько и кристаллов 10 тысяч. То есть сколько мы покупаем кристаллов, соответственно, столько мы и получаем дополнительно. Естественно, удвоение не считается. То есть получаем сундуки, покупаем 7 тысяч, сундук с 7 тысячами, получаем удвоение еще 7 тысяч. И с кэшбэком мы получим только 7 тысяч, а не сразу 10. Ну, все как обычно. В остальном здесь все то же самое. Те же самые подписки, те же самые боевые пропуска, тот же самый ежемесячный там вот этот вот магазинчик, тут тоже ничего не добавилось. Ежедневные вот эти вот, подписка на хлеб, скажем так. Скинчики. И так, здесь у нас маунты. И вот этот вот обменник. Все то же самое. Но у нас изменились подписки. Боевые пропуска, извиняюсь, боевые пропуска.
Боевой пропуск, который называется у нас «Выбор путешественника», он теперь включает в себя дополнительную награду. И мы можем посмотреть, это у нас скин, облик нашей Мозилы. Ой, безмозглый, безглазый Виньяры, которая постоянно мажет, но только здесь она при жизни, то есть когда у нее еще мозги и глаза были на месте. Хотя какая-то проблема, по-моему, есть уже есть со здоровьем проблема. То есть у нас сам боевой пропуск остался таким же, как и был, но в него добавился дополнительный стимул их покупать. И все награды мы можем посмотреть вот здесь. Причем видим, что есть обычный облик и есть улучшенный облик, то есть здесь больше ледышек. И чтобы получить, разблокировать вот эту вот аватарку, она причем, видимо, анимированная, и вот эти вот облики, мы должны покупать боевой пропуск. Причем здесь нужно, видим, да, 3 вот этих вот предмета. За каждый пропуск покупленный выдается по одному. Причем, если вы их купили, допустим, 1, 2, либо 3 штуки, да, и они у вас накопились, но вы их не потратили каким-то образом, я не знаю, как это происходит, то есть мы их должны тратить, наверное, на покупку, то они сгорают в следующем сезоне, их нельзя переносить на следующий сезон, там уже, видимо, будет другой облик. И, как видим, мы можем купить сразу 3. Здесь небольшая скидка, то есть так у нас получается 180, так, и здесь 24, 204. Это юани, да, 204 у нас будет. А здесь у нас скидка 9,5, что-то такое, и получается 194. Скидка небольшая, но все равно, если оно дешевле, то почему бы не купить дешевле, да? Можно купить сразу 3. И тогда, я так понимаю, не придется каждый месяц, точнее каждые 20 дней снова покупать их. Единственное, что в баф-бафе, допустим, там за определенное количество покупок, там в неделю, в день даются эти монетки, да, которые дают нам право потом при покупке получать скидку. И что выгоднее, покупить сразу, либо потом разбивать их по 20 дней, то есть получать больше в баф-бафе вот этих монеток, я не знаю, надо посчитать. И давайте почитаем, что здесь по поводу вот этого нового боевого пропуска в описании написано. За покупку каждого этапа поэмы Странника, это имеется в виду платной части боевого пропуска, также выдается один сертификат поиска теней. В зависимости от количества полученных в текущем сезоне сертификатов можно разблокировать различные сезонные эксклюзивные облики. Во время открытия 2 и 3 этапов сезона можно потратить драконьи кристаллы, чтобы восполнить неполученные ранее сертификаты поиска теней из предыдущих этапов текущего сезона. Сертификаты поиска теней действуют только в рамках текущего сезона и удаляются при переходе к следующему сезону. Ну то есть здесь еще есть новое свойство, что если мы начинаем покупать боевой пропуск не сначала, то есть не с 1, не с 2, а допустим с 3 только, когда у нас уже сезон подходит к концу, то мы можем за драконьи кристаллы докупить вот эти вот штучки, не хватающие, если вдруг мы пропустили. Ну вот такая вот система. Это, собственно, здесь все. По подземельям здесь особо сказать нечего, по всем активностям, которые у нас здесь происходят, больше сказать нечего. То есть все, в принципе, то же самое. Я не знаю, кстати, добавилась либо нет новая сюжетная глава. Я здесь сюжет не то чтобы очень сильно проходил, до какой-то части дошел, и возможно, что у нас здесь что-то появилось. Но если бы у нас здесь что-то появилось, наверное бы здесь появилась какая-то заблокированная локация, но у нас здесь ее нету. Надеюсь, что сюжетку будут развивать и добавят позже. В остальном активности все те же самые, все то же самое. Единственное, что перекрасили, немного переделали у нас стихийное подземелье огненное. Теперь у нас мадам вот это вот не огненная на стуле, а какая-то фиолетовая. Там у нее поменялись навыки, я уже не буду в это углубляться, там ничего такого. Ну и все. Вот и все новинки, которые, по крайней мере, я увидел. Баннеры у нас будут появляться со временем, да, будем смотреть. На этом с новинками в 7 сезоне заканчиваем, потому что их здесь вроде бы больше пока что нету. Есть у нас еще вот это вот задание, да, которое за 110 гелиолитов, ну, стартовое. Здесь у нас, кроме гелиолитов и свитков навыков, больше ничего нету. Видим. Причем я не знаю, что здесь от меня требуется. Здесь что-то в режиме дадзё надо пройти. Я понятия не имею, что от меня хотят. Я проходил здесь несколько этапов, и мне не засчитали. Что тут делать надо? Без понятия, разберемся потом. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.